Всем привет, с вами Максим Холдер, тренер Академии покера по МТТ. И сегодня мы поговорим о том, как максимально эффективно разыгрывать стрит-дро, как с этой комбинацией больше выиграть и как с ней не проиграть. Многие мои ученики, которые приходят на первые занятия, я когда смотрю их базу, у них у всех одна проблема, то есть они очень много проигрывают именно со стрит-дро, потому что калируют ставки оппонентов, а как мы помним, оппоненты, самая любимая ставка это 50%, то есть они ее ставят на флопе, на терне, ученики калируют и тем самым э, не доезжают, проигрывают много фишек, либо когда доезжают, просто не могут эти минусовые колы окупить. Вот сегодня мы поговорим о том, что же нужно делать, на что обращать внимание, чтобы в такие ситуации не попадать, либо попадать реже. Если вы хотите улучшить свою игру в покер, но не знаете, с чего начать, у меня для вас хорошие новости. В Академии покера стартует бесплатный курс про МТТ. В этот курс входит 5 групповых занятий с тренером, а также 2 индивидуальных занятия. Переходи по ссылке в описании, оставляй заявку и записывайся на курс. Также хочу заметить, что стрит — это довольно замаскированная комбинация, она более замаскированная, чем флэш. И когда мы будем в него все-таки доезжать, то мы будем зарабатывать достаточно неплохо с оппонентов. Давайте вспомним, что такое стрит. Стрит — это комбинация в покере, состоящая из 5 карт, которые идут подряд по рангу. Вероятность попасть в стрит на флопе зависит от того, с какими стартовыми руками мы туда заходим. Это будут либо коннекторы, либо гап-коннекторы, либо двойные гап-коннекторы. То есть у коннекторов эта вероятность выше, она составляет попасть в стрит 1,3%, в стрит-дро 10%. Если это гап-коннекторы, то чем больше разрыв между картами, тем ниже вероятность. То есть от 0,4 до 1%. Вот. И, соответственно, вероятность попасть в стрит-дро тоже от 5% до 10%. Мы попадаем в ситуации, когда у нас стрит-дро с различным размером стека. Это может быть маленький стек 15-20 блайндов, средний стек 30-40 и глубокий стек больше 50 блайндов. И вот не во всех этих стеках мы одинаково разыгрываем стрит-дро. То есть активный розыгрыш стрит-дро мы можем выбирать, когда у нас либо маленький стек, либо глубокий. В среднем стеке мы должны играть более пассивно, потому что стек достаточно комфортный для МТТ, но при попадании в стрит-дро, если мы будем ставить сами ставку на флопе, допустим, мы были агрессоры, есть вероятность, что мы попадем на рейс, то есть оппонент нам поставит рейс, и нам придется выбрасывать нашу руку и зарывать очень много эквити. То есть, зарывать эквити — это значит, что когда у нас есть стрит-дро, у нас большая вероятность попасть в стрит, и нам придется эту руку выбросить, потому что это будет правильно. Так вот, чтобы этого не допускать, в средних стеках мы играем более пассивно, то есть мы в основном калируем ставки оппонентов, а в маленьких стеках и больших можно играть активно. В маленьких мы играем активно, потому что на рейс сами можем запушить, а в глубоких, потому что мы можем дальше оппонента додавить. Теперь поговорим о том, что касается полублефа со стрит-дро. Для полублефа, в принципе, мы можем использовать любую ситуацию, когда у нас есть стрит-дро, но более эффективно это делать с теми руками, у которых нету showdown value. То есть showdown value — это ситуация, когда мы на ривере можем вскрыть карты, даже не доехав в стрит, и выиграть банк. То есть, например, когда у нас стрит-дро, вернее, по король-дама, король-валет у нас на руках, король-10, король-9, то есть у нас есть стрит-дро, то с такими руками лучше не блефовать, потому что иногда по королю хай мы будем просто забирать банк, и это делать не нужно. То есть когда у нас ситуация, что у нас там 7-6, 5-4, 3-4, то есть с такими руками мы можем более эффективно использовать ситуации для полублефа, тем самым заставляя нашими активными действиями оппонента выбросить сильнейшую руку. Поэтому лучше для полублефа использовать руки, у которых нет showdown value, то есть они слабые, они не годятся для вскрытия на ривере. При пассивном розыгрыше мы должны учитывать некоторые нюансы. Когда у нас стрит-дро, мы хотим, чтобы на флопе были все карты разной масти. Тогда у нас на попадание в стрит будет 8 чистых аутов. Если же на флопе 2 карты одной масти, то по терну может быть такая ситуация, что карта закрывает нам стрит и одновременно закрывает оппоненту флеш. То есть таким образом, когда на флопе 2 карты одной масти, мы калируем на стрит реже, либо вообще не калируем, если оппонент ставит большую ставку. Также не стоит часто калировать в ситуациях, когда, допустим, на доске лежит подряд 3 карты, 6, 7, 8, а у нас, допустим, есть пятерка. То есть выходит девятка, нам закрывается стрит, но у нас нижний стрит, то есть у оппонента может оказаться десятка, и мы тоже будем здесь проигрывать. Точно так же, когда лежит подряд 4 карты для стрита, нам очень сложно будет с оппонента добрать. Если даже у него нет этой десятки,
то 4 карты подряд это выглядит очень страшно, и оппоненты навряд ли будут платить. Поэтому если мы тоже заплатили дорого за то, чтобы посмотреть, наловить свой стрит, то мы с оппонента ничего не доберем и сыграем в минус. Также еще нужно помнить о том, что если доска спаренная, то есть две карты одинаковых лежит, то есть две четверки, две пятерки и так далее, в такой ситуации тоже у оппонента может быть уже full house, либо ему этот full house будет проще собрать, поэтому тоже большие ставки мы не калируем. То есть когда идет какой-то на флопе, скажем так, экшен, то очень часто мы свое стрит-дро должны будем выбрасывать. То есть, и таких ситуаций очень много. Это и две карты одной масти, и спаренная доска, и три карты подряд, когда у нас стрит до нижней карты будет. В этих всех ситуациях мы будем свои стрит-дро выбрасывать, потому что с оппонентов очень сложно будет добрать, либо вообще мы можем оказаться в такой ситуации, когда мы будем, доезжая в стрит, проигрывать. Теперь, чтобы было проще все это понять, я покажу вам несколько раздач. Поехали. Рассмотрим несколько примеров розыгрышей стрит-дро. Первая раздача у моего ученика 6-7, идет рейс из ранней позиции, он играет кол, выходит низкая доска, которая не будет подходить часто диапазону из ранней позиции. Оппонент ставит ставку, ставка довольно большая, то есть обычно такие ставки ставят для того, чтобы как можно надежнее сыграть, чтобы выбить оппонента из раздачи. Ученик принимает решение его переставить, потому что эта доска подходит больше диапазону защиты баттона. Ну и плюс у нас здесь двусторонки, то есть у нас еще много аутов. Оппонент калирует, выходит терном дама. Здесь мы видим чек от оппонента, и ученик решает уже сам начать атаковать, ставит он большую ставку, потому что какие-то дамы, туз-дама, король-дама, то есть все эти руки на флопе могут выбрасывать и должны выбрасывать, потому что такая доска им вообще никак не подходит. Калировать на две оверкарты там было невыгодно. Он ставит довольно большую ставку, опять же у нас есть двусторонка, то есть даже если мы здесь получаем кол, то у нас около 20% на доезд по ривер есть. Оппонент играет кол, выходит валет и снова идет чек. Здесь ученик выбирает поставить all-in, то есть в принципе это логичное решение, потому что если он случайно доехал какого-то валита, то мы на шоудауне проиграем. Дамы там, ну дама там вряд ли будет, конечно могут быть эти руки, там могут быть какие-то карманки, но карманки скорее всего ставят сами ривер, потому что не факт, что мы будем ставить. Вот. А чекать мы здесь тоже не можем. По CM-High мы банк забирать не будем никогда. Вот, поэтому здесь ученик принимает решение сыграть почти под бет, и оппонент выбрасывает. То есть это блеф, скажем так, не обязательный, но в данном случае нормальный. Так, двигаемся дальше. Здесь я специально оставил открытые карты, чтобы показать, как не стоит играть со стрит-дро. Здесь мы видим лимп, идет рейс. Игрок с валидамой играет большую ставку, ставит больше, чем банк. Ну, у него стейк небольшой. Здесь я решаю его закодировать. У меня здесь флеш-дро, тем более я не знал карты начала раздачи, естественно, поэтому если вдруг здесь будет all-in, то я с ним готов выставляться, потому что мне здесь по шансам будет. Против этого оппонента, естественно, я тоже готов выставляться. У меня здесь гэршот, у меня здесь две оверкарты, у меня здесь флеш-дро, поэтому здесь я калирую. А вот этот игрок здесь уже калировать он не может, потому что то есть идет, скажем так, нездоровый экшен по флопу, то есть огромная ставка, колотой большой ставки, у него здесь двусторонка, причем здесь все вместе собралось в этой раздаче, то есть и у него здесь, ну уже как мы видим, да, нету аутов семерки пиковой и валета пикового, потому что валета дамы пиковой, потому что эти карты дадут мне нац. У него здесь также оверкартой не может быть десятка, потому что десятка даст стрит старше этому оппоненту. То есть получается, что в таких ситуациях, когда идет какой-то нездоровый экшен, лучше фолдить. То есть здесь даже кол не по шансам, если посчитать все наши ауты, то получается у нас 3 семерки и 3 дамы. То есть это, грубо говоря, это точно будет 14%, 13-14%. То есть шансы банка у нас намного больше. Вот, тем не менее, он играет здесь кол, закрывается флеш, закрывается ему стрит, то есть то, о чем я говорил, то есть ауты, но не все ауты будут живыми. То есть пиковая дама нам, как мы видим, оппоненту не подходила, аутов было меньше, соответственно, шансы банка нужны лучше для кола. Ну и здесь уже,
Не будем дальше разбирать раздачу, то есть я здесь ставлю ставку, он калирует, так как я собирался с ним сыграть на стек, и по итогу он мне дал все фишки. Так. Давайте я сейчас карту закрою, потому что там раздача будет поинтереснее, чем это. Так, и последняя раздача. Это финальный стол турнира Bounty Builder. Я с 6-7 открываюсь с катофа, с хайджека вернее. Оппонент меня калирует. На таком флопе я играю чек, потому что не хочу нарваться здесь на рейс, не хочу получать ставку. То есть в такую доску редко я буду попадать, тем более у меня здесь двусторонка, то есть я решаю сыграть через под-контроль. То есть если оппонент поставит, я его здесь калирую, но сам калировать рейс я не хочу. Терн у меня закрывается стрит, и здесь я уже решаю поставить, добрать с какого-то возможного туза, добрать с флеш-дро, добрать, может быть, с пары четверок, пятерок, чего-нибудь с этого. Оппонент меня калирует, и ривером выходит туз. Я тогда не знал, что это будет идеальная карта, то есть я предполагал здесь оппонента добрать, думал, сколько поставить, чтобы он мне заплатил, думал поставить 100 тысяч фишек, 3 банка, чтобы он по общему стриту закалировал, но потом решил, что либо я здесь, ну, то есть эту раздачу я и так выиграю, у меня здесь нац, лучше руки быть не может. Решил здесь поставить all-in, потому что карманки у оппонента не будет по такому розыгрышу, то есть карманка будет ставить флоп обязательно. Я имею в виду старше, чем четверка или пятерка, то есть какие-нибудь шестерки, семерки, восьмерки, то есть они будут ставить здесь сами. Что-то сильное, типа того же самого туза, будет, скорее всего, крутить мне на терне. Решил поставить здесь all-in, решил попробовать добрать по максимуму, если он вдруг закалирует по общему стриту, либо вдруг у него окажется какая-нибудь шестерка, то есть, допустим, рука там какие-нибудь 2-6 мастевые, 3-6 мастевые, 4-6, которые он мог подкалировать на батами, потому что стек у него, ну, не маленький, то есть он мог себе это позволить. И оппонент мне проплатил мне с король дамой разномастной. Вот, то есть, когда на доске лежит общий стрит, и это не является нацевой комбинацией, такие действия лучше не делать. То есть не то, чтобы лучше, их вообще не надо делать. Вот. Какие были примеры, двигаемся дальше. Давайте теперь рассмотрим на примерах то, о чем я говорил по поводу розыгрыша стрит-дро. В данном случае мы находимся на большом блайнде, оппонент с УТГ открывается рейзом, мы защищаем 7-8 разномастные. На такой доске мы себя, в принципе, комфортно чувствуем. У нас есть двусторонка, но на такой же доске оппонент очень часто попадет в туза. Поэтому если оппонент ставит здесь ставку в полбанка, по флопу мы ее калируем, скажем так, даже не думая, так как у нас двусторонка, все отлично. Если же оппонент продолжит агрессию по терну, и, допустим, выходит двойка, вернее, выходит двойка, оппонент продолжает агрессию по терну, ставит снова полбанка. Здесь уже мы калировать не можем, так как велика вероятность, что оппонент все-таки попал своего туза, и когда мы калируем второй раз ставку в полбанка, по риверу нам нужно будет очень много добирать. И может оказаться так, что у нас просто не хватит стейка, чтобы оппонент нам оплатил ставку в полбанка. Другие ситуации, которые могут быть, это был, в принципе, более-менее подходящий борт. Может быть вот такая ситуация тоже. У нас здесь по-прежнему двусторонка, дамы также в диапазоне оппонента могут быть, но здесь уже ставка полбанка нам будет не совсем выгодна, потому что валета мы не можем учитывать в наши ауты, потому что валет может дать игроку из УТГ более сильный стрит. То есть если у него туз-король, то валет ему дает, соответственно, нацевый стрит. Тоже калировать нужно с осторожностью, все проанализировав. Не самая хорошая карта будет король, потому что тоже здесь очень сложно будет добирать, доезжая в стрит, особенно в верхний стрит. То есть если нам закрывается шестерка, то в принципе доска не опасная. Но опять же, мы уже можем быть позади. Поэтому то есть, вроде бы стрит и хорошая комбинация, но моменты, когда мы играем против оппонентов из ранних позиций, либо очень аккуратных оппонентов, которые ставят в основном при попадании и причем ставят большие ставки, можно очень много проиграть. Поэтому всегда продумывайте ходы хотя бы на одну улицу вперед, и что вы будете делать потом. Потому что в данном случае мы находимся на большом блайнде, и если мы в данном случае калируем, выходит неважно какая карта, допустим, та же самая двойка, наше действие будет первым. То есть мы снова будем чекать почти всегда, и оппонент сможет нас продавить. Поэтому на это нужно все обращать внимание и хотя бы на одну улицу вперед продумывайте свои действия. После того, как мы посмотрели раздачи, какие можно сделать выводы. Первый вывод – то, что со стрит-дро нам не всегда выгодно калировать ставки в полбанка. Это может быть выгодно в ситуации, когда мы играем против слабого оппонента, и он нам готов оплачивать по риверу, когда нам стрит закроется, большую ставку.
тогда мы можем калировать иногда в минус, но мы знаем, что если мы доезжаем, нам этот слабый оппонент все платит. Если же оппонент компетентный, адекватный, то мы калировать ставки в полбанка не можем. То есть выгодная ставка для нас это 30% от банка. Что еще нужно помнить при розыгрыше стрит-дро? Агрессивно мы разыгрываем эту комбинацию, когда у нас стейки небольшие, до 20 блайндов, либо когда у нас глубокий стейк больше 60. То есть в средних стейках мы стараемся играть более пассивно, чтобы не нарываться на пуши и не выбрасывать эту комбинацию. Следующий момент, когда на доске две карты одной масти, спаренная доска, когда мы калируем и можем доехать в нижний стрит. То есть в этих всех ситуациях тоже мы должны очень хорошенько все оценить, обдумать. И очень часто в таких ситуациях мы будем выбрасывать. Ну а самое главное, о чем нужно помнить, это если мы играем на флопе и на флопе много оппонентов и начинается какой-то нездоровый экшен, то здесь лучше всего стрит-дро выбросить. Особенно если доска у нас не радугой и если у нас мы не можем собрать высокий стрит. Тогда лучше просто сыграть пас и забыть про эту раздачу. Ну и также есть еще такой момент, как вот я в раздаче вам показывал, если у нас на доске лежит общий стрит, а у нас высокие карты, то есть стрит старше, то в таких ситуациях можно иногда играть овербетами, и тем самым оппоненты будут нам проплачивать, потому что выбросить дележку очень сложно для некоторых. Вот это то, о чем нужно помнить. Всегда отслеживайте ситуацию за столом, смотрите, что вышло на доску, и тогда у вас будет меньше проблем с розыгрышем этой комбинации. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максим Холдер. Всем пока. Если вы хотите улучшить свою игру в покер, но не знаете, с чего начать, у меня для вас хорошие новости. В Академии покера стартует бесплатный курс про МТТ. В этот курс входит 5 групповых занятий с тренером, а также 2 индивидуальных занятия. Переходи по ссылке в описании, оставляй заявку и записывайся на курс.